Вообще говоря, мы хотели сегодня поговорить только о встрече Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго. Об этом и поговорим, но сначала нужно прокомментировать несколько панические сообщения об атаке дронами по резиденции Путина. Лавров, значит, вдруг выходит и говорит следующее. В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Украина все отрицает. Российская сторона сразу же заломала руки и заявила, что теперь отказывается от прежней переговорной позиции. Все. Зрители перепугались. Что ж теперь будет? К чему эта провокация? Уж не ядерной ли войной тут пахнет? Чем Путин решит ответить на вымышленное покушение? Дальше по ходу ролика мы разберемся, что это вообще такое было и как это, по всей видимости, воображаемое нападение на Валдай ложится в контекст переговоров. Про переговоры. Позавчера состоялась давно анонсированная встреча Трампа с Зеленским в этом самом Мар-а-Лаго. Предполагалось, что на этой очной встрече будут окончательно решены последние вопросики по спорным пунктам мирного плана, который Трамп потом понесет Путину. Когда стороны вышли к журналистам, мы узнали, что разговор ни о чем закончился ничем. Трамп и Зеленский поговорили очень продуктивно. 20-пунктный мирный план согласован на 90%, что бы это ни значило. Референдум по территориям может быть проведен, а может и не быть. Гарантии безопасности Украине со стороны США готовы на 95%, что, надо заметить, на 5 процентных пунктов больше, чем у мирного плана. Кто бы знал, чем они там измеряют. Трамп вновь всем напомнил, что закончил 8 войн, а по этой войне через несколько недель ожидает увидеть, сработает ли мирный план. Единственный момент, который своей нелепостью немножко разбавил неловкость встречи, заключается в заявлении Трампа, что, мол, Россия хочет видеть успешную Украину. Путин, мол, хочет, чтобы у украинцев все было хорошо. По поводу этого заявления Зеленский очень эффектно реагировал с помощью выражения лица. С трудом сдерживаемого, впрочем, по всей видимости. Поговорим сегодня мы, в общем, обо всем этом. Попробуем спрогнозировать развитие событий на грядущий год. Сначала напомню только. В описании инструкция, как вернуть себе нормальный интернет в России. Там способы разные собраны. Значит, есть сравнения для звонков, VPN-ов. Мы там все это дело постоянно обновляем, следим за этим. В общем, уж зайдите, загляните и пользуйтесь. Для начала, и нет, мы поговорим об этой атаке на резиденцию Путина, но сначала попробуем поразмышлять, почему очередное обострение переговорного движа случилось именно сейчас. И это довольно любопытно, на мой взгляд. Неделя между Рождеством и Новым годом – это время, когда плюс-минус весь христианский мир впадает в анабиоз. 28 декабря, воскресенье между 25 и 31, кажется вообще не время для серьезных дел, особенно для тех, которые должны привлекать общественное внимание. Общественное внимание сейчас целиком приковано к рождественским комедиям и очень странным делам, частично к Гарри Поттеру и к фильму «Один дома». Всем, мягко говоря, не до того, чтобы с замиранием сердца следить за новостями из Мар-а-Лаго. Мы знаем, до какой степени вопрос публичного эффекта, публичной фиксации миротворческих усилий для Трампа важен. И уж ему-то, отработавшему на телевидении 20 лет, не нужно объяснять, что во время праздников внимание к политическим событиям настолько минимально, насколько это вообще возможно. Тем более под занавес года напоминать всем, что ты вообще-то уже четверть срока сидишь, а война, которую обещал закончить за сутки, за пару недель, за 100 дней, как шла, так и идет, еще и с новой степенью озверения, как-то странно. Спустя четверть срока сваливать все на нерадивого Байдена уже как-то поздновато. Это был год войны при Трампе, год без единого даже номинального достижения. Единственное, что можно тут придумать, чем можно объяснить какое-то совершенно немотивированное, форсированное событие, в этом году, похоже, Трампу кто-то объяснил, что Нобелевскую премию мира дают за прошлогодние достижения. Что если он остановит войну России против Украины 3 января или 12 февраля, то это уже не будет считаться, и в 26-м премия снова не светит. Это максимально дурацкая из возможных гипотез. Проблема в том, что других как-то нет. Проблема в том, что в конце текущего года уже вообще непонятно, вокруг чего вращается переговорный процесс.
В начале года все строилось вокруг того, что Путин в принципе хочет сделку. Потому что вроде как понимает, что война слишком дорогая, слишком долгая и, очевидно, ни к чему не ведет. Военного выхода у нее нет. Взятие Киева, Одессы, чего угодно за пределами очень небольшой территории Донбасса и ближайших окрестностей – это очевидная примерно всем утопия. И казалось бы, если Путин это понимает, с ним можно договариваться. Зачем продолжать войну заведомо без результата, когда ее можно закончить прямо сейчас и получить сразу все? Снятие санкций, дружбу и любовь с американской администрацией, превращение из агрессора в жертву подлых манипуляций Байдена. Да, при таком раскладе Путин не выиграл бы в полной мере всего, чего хотел. Но тут хотя бы была возможность не проиграть, закончить самую кровавую войну за 80 лет в Европе вообще без последствий для себя и своего режима, будто бы и не было этих 3 лет. И пока сохранялась вероятность, что Путин так себе и думает, как бы ему красивее и безопаснее выйти, до тех пор у переговоров был предмет, а в действиях Трампа был смысл. Зачем, например, Трамп так жестко давит на Зеленского? Чтобы получить от него согласие на такие условия, от которых Путин не откажется. А зачем он наезжает на европейцев? Чтобы дать Путину понять: я, дескать, тут всемирный адвокат, вытащу тебя из санкций и изоляции. Все было логично примерно до мая месяца, до того, как Путин, продержав журналистов до глубокой ночи, самым прямым текстом сказал, что может отказаться от любого предложения, что прекращение войны ему не интересно и воевать он будет дальше. С тех пор переговорный сюжет утратил хоть какое-то содержание. Трамп может договориться с Зеленским на что угодно. Они могут подписать абсолютно любой документ. Вопрос, что с этим документом делать дальше? Мы заведомо же знаем, как Путин на него отреагирует. Причем абсолютно неважно, что именно там будет написано. Донбасс, не Донбасс, выборы, не выборы. Путину настолько плевать, что там в этих документах написано, что, судя по всему, даже вот то самое предложение, составленное в администрации президента и переданное через Дмитриева Уиткофу, Путин в глаза не видел, потому что ничего подобного подписывать не собирается в принципе. Дальше скажем о сюжете с путинской резиденцией и украинскими дронами. Сначала небольшая реклама VPN, посмотрите, пожалуйста. WhatsApp, как и YouTube, ограничивают постепенно. Начали еще в августе с блокировки звонков. Теперь же скорость WhatsApp упала на 70-80%. Роскомнадзор не скрывает, сервис собираются заблокировать полностью. И лучший способ обойти блокировку – поставить надежный VPN себе и всей семье. Тем более, что некоторые сервисы позволяют поставить VPN на неограниченное количество устройств. По одной подписке, без ограничений и по устройствам, и по трафику. Один из таких сервисов – PaperVPN. Его создала команда разработчиков независимого петербургского медиа «Бумага». Их сервис отменяет любые ограничения. К новогодним праздникам они запустили акцию «Одна подписка, полный безлимит» и по трафику, и по числу устройств. В отличие от многих других VPN-сервисов, у PaperVPN есть собственное приложение для популярных операционных систем, благодаря чему сервис работает устойчивее. Приложение достаточно настроить всего раз, а дальше включить VPN в один клик. Команда внимательно следит за серверами и заботится, чтобы те не были перегружены, а скорость оставалась стабильно высокой. Ничто не помешает вам звонить родным по видеосвязи или смотреть ролики на YouTube Full HD. PaperVPN на рынке уже 3 года. Он пережил несколько волн блокировок и собрал много положительных отзывов. При этом цены гуманные от 120 рублей в месяц. Но выгоднее всего купить новый безлимитный тариф сразу на 2 года с промокодом CATS68, вы сэкономите 68%. А если у вас уже есть подписка, поучаствуйте в реферальной программе, пригласите друга и получите шанс выиграть iPhone с бесплатной вечной подпиской в комплекте. Или годовую подписку на VPN, тоже неплохой бонус. Но, хотя покупать и пользоваться VPN в России абсолютно легально, промокодом все же лучше делиться в личных сообщениях и только с теми, кому вы доверяете. Ссылка в описании. Продолжим. Вчера, едва только наступило утро после переговоров Зеленского и Трампа, к резиденции Путина в Новгородской области якобы прилетел украинский дрон. Да не один, а аж 93 туда направлялось. Почему якобы? Причин несколько. Во-первых, украинцы отрицают, а навскидку вспомнить случаи, когда украинцы отрицали бы такого рода атаку, как-то не получается.
Все же это не в детский сад и не в больницу, и даже не в жилой дом ракета попала или дрон, куда случайно она попала и теперь признаваться не хотят. Это резиденция Верховного Главнокомандующего. Вполне понятная для Украины цель. Обычно украинская сторона рада хвастаться тем, как в очередной раз напомнила Путину, что война не где-то далеко. Не только в руинах востока Украины и на кладбищах Республики Тыва, а война совсем рядом. Украинские дроны прилетали по Кремлю. Прямо под юбилей Путина взрывался Керченский мост, и никто ничего не отрицал. Никто не говорил, что очередной взорванный в Москве генерал обнюхался коксом и неудачно жонглировал гранатами, как Пригожин. Есть удары Украины сущностные, по, например, топливной инфраструктуре. А есть пиарные, когда цель продемонстрировать, мол, мы дотянемся всюду, даже до аэродрома в Иркутской области. Кто в мире осудит Украину за удар по путинской резиденции? Плюс-минус никто, так что нет никакого смысла отрицать подобное. Но украинская сторона говорит, никакой атаки не было. Похоже на вранье с российской стороны. Оно подтверждается несколькими вещами. Во-первых, тем, что никаких ударов или работ ПВО никто не фиксировал. 97 дронов, или 93, или там 89 — это не иголка, это было бы заметно и сразу установлено. Но все источники, которым имеет смысл доверять, говорят, что никакого удара не было. Тем более интересно, что утреннюю сводку Министерства обороны явно не согласовали с задачей момента, потому что военные насчитали 49 беспилотников над Брянской областью и всего 18 над Новгородской. Мотив вранья тут представляется интересным. Кажется, что перед нами инерционный процесс, что в Кремле ждали иного исхода переговоров, где Зеленский и Трамп выйдут с конкретными предложениями, от которых нельзя будет просто снова отказаться. Но станет хоть как-то оправданным такой отказ, если вероломные украинцы сорвут почти случившийся мир своей подлой атакой на президентскую резиденцию. Если учитывать, что Зеленский и Трамп вышли из переговоров буквально ни с чем, не очень понятно, к чему это представление было. Но государство и его пиар-машина в сущности громоздкие и неповоротливые. По всей видимости, просто не успели сообразить, что ни в чем подобном уже нет нужды. Так или иначе, российская сторона прямо теперь говорит: похрену нам, о чем вы там договорились на 90%. Мы ни о чем не договаривались и договариваться не собираемся. Цикл прокрутился в очередной раз. В Новый год с новым переговорным процессом. Раз нам украинцы нанесли такую несмываемую обиду, нужно все делать заново, писать планы, согласовывать позиции, выписывать командировки Дмитриеву, Путину еще раз на Аляску сгонять. Короче, на все грядущие 365 дней работы хватит. Видимо, просто поторопились тут и не сообразили, что и нынешний переговорный процесс еще не прокис. Не совсем прокис. Может, для питья или в кофе добавить он уже не годится, но блинчики из него выпекать, пока с 90% переговоры вызревают до 99%, можно еще пару месяцев запросто, а то и полгода. Можно было обойтись и без дрона по резиденции, но не обошлись. Если вы размышляете, как будет выглядеть следующий год, то вот наглядная иллюстрация. Согласование по переговорам будет доходить до 90%, до 95%. И тут же будет прилетать куда-нибудь. Туда, где Путин был, будет или собирался быть. Или просто что-то будет другое происходить. Российская сторона будет корчить оскорбленную невинность, и все будет начинаться заново. Видимо, планируется таким образом вводить Трампа за нос бесконечно. Подведем итог годовой свистопляски. Она с нами как минимум до осени, до промежуточных выборов в Соединенных Штатах, когда Трамп, вероятно, утратит контроль над Конгрессом, вместе с этим единоличную власть, и ему станет гораздо сложнее потакать всему, что с ним делает Путин. До этого придется, видимо, смириться с тем, что каждые пару недель, в самом гуманном случае пару месяцев, нас будут заново уверять: война де-факто закончилась, осталось только бумажки подмахнуть. Почему я об этом рассказываю с настолько плохо скрываемым раздражением? Потому что один из главных итогов года для нас в том, что мы на самом деле ошиблись. В начале года, когда Трамп только запустил свою миротворческую активность, мы говорили: да, шанс преуспеть в лучшем случае измеряется единичными процентами, но с другой стороны нет шанса провалиться. В худшем случае все просто будет продолжаться как есть. Война уже в том состоянии, что усугубить ее нельзя. Разговоры о мире хороши сами по себе и уж точно не навредят.
оказалось, могут навредить. Невозможно достоверно оценить, сколько людей, которые вообще не планировали воевать, оказались на этой войне только из-за разговоров о скором мире. Но судя по косвенным оценкам экспертов и по количеству личных историй, всплывающих в паблике, речь идет не о сотнях, не о тысячах, а о десятках тысяч человек. Десятки тысяч человек, которые решили, что государство им 3 миллиона даст, льгот как участнику СВО отсыпет, а повоевать они не успеют, ведь все подпишут, пока они еще на полигоне будут бегать. Десятки тысяч человек, которые не оказались бы на фронте ни при каких иных обстоятельствах, отправились воевать, подогреваемые всеобщей уверенностью в скором договорничке. Как минимум многие тысячи дополнительных трупов с обеих сторон. Большая заслуга не только российской пропаганды, не только американской администрации, но и добровольных помощников. Там всяких, кого называли одно время базовичками, которые не отдавали себе отчет, что подталкивают людей к подписанию контракта. Но своими рассуждениями о скором мире каждые 2 недели именно это и делали. Помощь Путину в пополнении армии – единственный сущностный итог переговорного процесса. С обеих сторон убили больше людей, чем могли бы. Кризис с пополнением личного состава ввиду исчерпания естественного желающих повоевать за деньги отложился. Надежда на год наступающий теперь уже не в том, что кто-то о чем-то договорится. И даже не в том, что нас оставят в покое с этими бесконечными бессмысленными новостями прогресс-бара. 50%, 70%, 90%. Единственная надежда в том, что на 10-й раз уже не выйдет внушить людям, что сыграть с государством на собственную жизнь, поставить ее на слухи о переговорах – это хорошая идея. Что вместе с новизной исчезнет и соблазн. Но это абсолютно не факт, к сожалению. Опять же, этот год явно показал, даже если рассказывать одну и ту же историю каждый месяц, найдется много людей, которые в один момент решат, что вот теперь-то все поменялось. Но не может же американский президент выйти и вот так вот уверенно сказать, что вот-вот уже, когда на самом деле совсем ничего. Ну все, теперь пора. И вот, идет в военкомат забирать свои деньги. Никаких иных эффектов от этих переговоров и разговоров о них не видно. Европейцы ни слову не верят, наращивают армии, возвращают призывы, возводят укрепления и правильно делают. Трамп нацелен на мир любой ценой и будет нам его продавать до тех пор, пока сможет. Путина устраивает, что переговорная свистопляска раскалывает США и Европу. Ему нравится издеваться над Трампом, поэтому никакого выхода из переговорного процесса с его стороны тоже не случится. Пока видно, что следующий год пройдет так же, как и этот. Прогноз неприятный, но если чудо не случится, то он сбудется. До завтра.